Добрый день! Сегодня мы рассматриваем тему «Миссия родных душ», для чего они встречаются и какова задача, поставленная перед ними. И вот пишет мне Ирина. Таяна, добрый день! Часто встреча с родной половинкой дается не только для создания семьи, но и для выполнения совместной миссии, общего творения. Возможно ли узнать ее и раскрыть до воссоединения на физическом плане? Или это знание дается только уже состоявшейся паре? Как можно почувствовать ее? Я ощущаю, что в этой связи помимо энергии любви еще и другая очень мощная энергия. Но как понять, что это за миссия на физическом плане? Так, Ирина, каждая пара по типу родные души все чувствуют. Вот каждая пара, и мужчина, и женщина с самого начала чувствуют, что встреча не случайна, и каждому дается это знание, для чего они встретились. Ну, кто-то позже, кто-то раньше, кто-то еще год-два разбирается, что это родная душа, а кто-то моментально это чувствует, потому что все это индивидуально. Зависит от сознания человека и от его чувствительности. По поводу миссии. Как понять, какая она? Я сейчас говорю, основываясь только на своей практике. В первую очередь, это рождение ребенка. Да? Вот должен родиться мегаталантливый человек, прийти в эту жизнь, и, естественно, его появление, оно не случайно. То есть для таких людей всегда даются родители, между которыми обязательно присутствует высокая любовь. То есть вот эта любовь, это как некий ключ к успеху, и всего объяснить даже нельзя. Почему в таких союзах обычно, это не просто талантливые дети, это дети, у которых какая-то миссия. Может быть, это будущий президент, или это человек, который перевернет весь этот мир. В общем, однозначно дети в таких союзах, дети необычные. И не суть, что это дети индиго, это могут быть дети, которые обладают какой-то сверхсудьбой. Судьба и ведет их, да, вот приводит в такие кармические отношения по типу близнецового пламена. Еще одна миссия, помимо рождения детей, это всегда творчество, это созидание, это возможность помогать другим людям. Пары, которые пришли друг к другу, они часто занимаются благотворительностью, они работают как волонтеры, они свою энергию, энергию любви, энергию космоса, вот эту абсолютную энергию, они отдают другим. Они работают вместе, когда они вместе, как, знаете, большое солнце. Они делают других счастливыми. Люди рядом с ними, они пересматривают свои жизни. Многие, естественно, это все к лучшему. Многие как бы просыпаются, в конце концов начинают видеть эту жизнь объективно, воспринимать ее объективно. Кроме того, такая любовь, она исцеляет. Когда пара, родные души, близнецовые пламена вместе, они своим зарядом, вот этой энергетикой, а это и является их миссия, они многих людей просто исцеляют. Особенно такие заболевания, которые даже медицине сейчас не под силу. То есть это вот действительно чудо, потому что это божественная любовь. И сами люди, когда они попадают в такие отношения, вот у меня был случай, мужчина, у него было заболевание с позвоночником, я уже не помню, я не врач, но оно очень серьезное, ему делали операции, и вообще ему врачи сказали, что все, никакого выздоровления не будет. Но когда он встретил свою родную душу,
он выздоровел. Да, пусть они, вот пока они шли друг к другу, там тоже как-то вот все медленно, годами складывалось. Но вот, Ирина, вы спрашиваете, можно ли понять эту миссию и ее как-то почувствовать до того, как будет воссоединение? На физическом плане, конечно, конечно, она это чувствуется. И каждый сам по себе, да, вот даже они, эти родные души врозь, но пока они врозь, но они уже друг друга нашли, вот когда произошло это узнавание, на тонком плане, на ментальном плане, на уровне сердца, да, по анахате, то, естественно, каждый человек по-своему вот в этих отношениях начинает меняться, он прорабатывает себя, он духовно растет. И, естественно, он приходит к Богу, он приходит к вере. И он вот эту любовь божественную, он должен отдавать другим. Если вы человек творческий, пишите книги, пожалуйста, пишите музыку, рисуйте, занимайтесь рукоделием, чем-то занимайтесь. Даже если вы не творческий человек, но вдруг у вас просыпается такое желание, вот сяду-ка я и нарисую картину, ну и нарисуйте. Но чаще всего появляется желание помогать другим, безвозмездно, бескорыстно, просто сделать кого-то счастливее, помочь. И если у вас есть это, да, внутренний посыл, потому что вот эта миссия родных душ, она всегда созидательна, она никогда никому не приносит плохого. Это не просто так ведь от Бога, это гармония. А гармония, она направлена только на то, чтобы других людей и весь мир сделать счастливым, то есть привести его к равновесию. Поэтому вот эту миссию каждый в своей паре он чувствует. Ну а вот вы мне скажете, а если я не чувствую свою миссию? Вот я в родных душах, да, в этих отношениях, но я не знаю, какая у нас миссия. А если не знаете, значит пока эта информация вам не дана. И любой эзотерик вам ее полностью не откроет, потому что это какие-то сакральные знания, они даются только тем, кто пришел в эти отношения. То есть если это ваша история, она вам дается на каком-то вот сверхуровне, на ментальном, то есть вы это просто чувствуете и все. И оно загружается как файл. Вы все ответы получаете сами. Если они еще не даны, а может быть у вас это вообще и не ситуация по типу близнецовое пламя. И такое может быть. Вот ко мне буквально чуть ли не каждый день обращаются люди, которые верят, что они именно в этих отношениях. Но когда я начинаю просматривать, это не подтверждается. Потому что энергетика другая. Вот описание, оно примерно одинаковое. Так? По поводу родных душ и земного брака иногда ведь многое перекликается, и можно спутать одно с другим. Потому что там тоже есть любовь. Любовь-то она не только между родными душами, она просто там высшего порядка, и все. Поэтому по поводу миссии слушать себя, свое сердце и понимать, что вы встретились, пусть это исключение из правил, не исключение, как угодно это назовите, подарок свыше, наказание, ваша космическая карма, но это всегда мега-задача, и главное это, я уже говорила, не бежать от этих отношений, просто принять их как есть, но пусть они даже не складываются, думать о человеке хорошо, не обижаться, никакого негатива в себе не накапливать, и вот любовь, которая в вас есть, это же действительно сверхсила. Вот, Ирина, вы правильно пишете, что это такая мощная энергетика, она не позволяет жить по-старому. Все, человек как будто бы обнулился, да, он перезагрузился настолько, что вот это как некий водораздел. Был он раньше совсем другим человеком, встретил свою половинку, и это новая история. Вот это потерять невозможно. Это уже нельзя будет забыть, нельзя будет от этого уйти. Просто надо
вот с этим новым пониманием, видением мира жить и стараться все делать с любовью, потому что вам это дано. Для чего? Чтобы вы поделились этой любовью с миром, сделали других людей счастливее, помогли другим, показали им, что жизнь – это и есть любовь. Если человек не любит, да, то он и не живет. Наверное, все просто. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Есть комментарии, пишите под этим видео. С вами была Таяна. Всего вам доброго.